Ты слушаешь Радио Мария. «5 марта в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. 1 человек погиб и еще 7 получили ранения в результате залпа из Ливана недалеко от Маргалиота. Инцидент произошел 4 марта днем. В службе скорой помощи Маген-Давид-Адом сообщили, что погиб мужчина в возрасте 30 лет. Еще 2 находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы Бейлинсон, Рамбам и Зив, прокомментировали в Маген-Давид-Адом. Главные новости Израиля. Тем временем больница Рамбам в Хайфе опубликовала обновленную информацию о состоянии 3 из 7 человек, которые получили ранения прошлым утром на севере страны, когда ракета, выпущенная из Ливана, попала в сад недалеко от Маргалиота. Сообщается, что 1 мужчина перенес операцию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще 2 пострадавших получают помощь в травматологическом отделении, 1 в состоянии средней тяжести, 1 в легком. Еще раз напомню, что вчера в результате ракетного залпа из Ливана погиб мужчина в возрасте 30 лет. Все пострадавшие иностранные рабочие из Таиланда, которые работали в садах с фруктами. Также вчера и вечером, 4 марта в 21:50 с юга Ливана по территории Израиля было выпущено 10 ракет. Некоторые были перехвачены, а некоторые упали на открытой местности. В службе скорой помощи Маген-Давид-Адом заявили, что сообщение о пострадавших не поступало. Во многих населенных пунктах Западной Галилеи сработала сирена «Цева-Адом». После залпов многие жители севера сообщили об отключениях электроэнергии. Также в городе Нария в некоторых домах не было электричества. Позже компания Хеврат Хашмаль сообщила, что 1 ракета упала возле столба линий электропередач, в результате чего был поврежден трансформатор. Неспокойно вчера было и на юге страны в городе Сдерот. После того, как ученики вернулись в школу после нападения Хамаса 7 октября, сработала сирена «Цева-Адом». Сейчас эти кадры вы видите на ваших экранах. Видеоверсия новостей на YouTube-канале Радио Мария. Сообщалось о ракетных залпах с территории Газы. Пострадавших не было. Ученики успели эвакуироваться в безопасную комнату. Главные новости Израиля. Далее к другим событиям. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что некоторые члены израильского кабинета министров якобы блокировали увеличение помощи в сектор Газа. Цитирую: «Были некоторые препятствия на пути получения помощи, которые являются естественными для того факта, что мы говорим о зоне военных действий. Но также и были препятствия, которые в некоторых случаях создавались некоторыми членами израильского кабинета министров», заявил на брифинге для журналистов представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. Кирби не назвал имена членов кабинета министров. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила о фейковых новостях, которые появились в некоторых СМИ относительно здоровья главы правительства, и настаивает на том, что Нетаньяху, цитирую, заразился сезонным гриппом. В заявлении добавлено, что большое количество сотрудников администрации премьера также заразились гриппом. Напомню, что сообщения, которые появились в СМИ, а также в социальных сетях в последние дни, свидетельствуют о необоснованных предположениях о здоровье премьер-министра. Сообщалось, что Нетаньяху чуть ли уже не в реанимации, а также о том, что премьер-министр пытается уклониться от обсуждения планов обеспечения безопасности на Храмовой горе во время Рамадана, а еще что он под видом якобы болезни взял выходной, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы со своей женой Сарой. Еще раз напомню, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сезонный грипп.
потому и Нетаньяху отменил весь свой график. Сейчас глава правительства находится дома. Министр обороны Израиля Йоав Галлант, глава Цаля Герци Алеви и руководитель Шабак Ронен Бар призывают к максимальной свободе доступа мусульманских верующих к молитве в комплексе Аль-Акса в Иерусалиме во время праздника Рамадан. Цитирую: «Это нужно сделать без каких-либо ограничений для израильских арабов, учитывая обеспокоенность по поводу усилий Ирана, а также Хамаса по разжиганию противостояний на Храмовой горе». Конец цитаты. Однако сообщается, что глава полиции Израиля Коби Шабтай хочет ограничить посещаемость Храмовой горы, чтобы доступ был разрешен только израильским арабам старше 40 лет. Министр национальной безопасности Тамар Бен-Гвир говорит, что на Храмовой горе должны находиться лишь несколько тысяч человек, а также что нужны жесткие ограничения для израильских арабов, говорится в комментарии Бен-Гвира. Сегодня же, 5 марта, в кабинете министров должно состояться обсуждение этого вопроса. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что министр военного кабинета Бенни Ганц, который в настоящее время находится в Вашингтоне, помогает США продвигать свою программу создания палестинского государства. Цитирую: «Правительство США ищет места, где можно вбить клин между израильскими гражданами, чтобы реализовать свои планы с помощью Ганца», заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Таким образом, Ганц работает над продвижением своих планов по созданию палестинского государства. Конец цитаты. Напомню, что поездка Ганца в Вашингтон для переговоров с высокопоставленными чиновниками, как сообщается, разозлила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который не давал добро на эту поездку. Главные новости Израиля. Высокопоставленный представитель террористов Хамас сообщил ливанскому каналу Аль-Маядин, что реального прогресса в переговорах по освобождению заложников нету. Представитель Хамаса обвиняет Израиль, цитирую, в отказе дать четкие ответы на требования Хамаса. Конец цитаты. Напомню, что Хамас требует полного прекращения огня, вывода войск Цааля из сектора Газа и разрешения перемещенным жителям Газы вернуться домой до того, как группировка предоставит какую-либо информацию о заложниках, которых она удерживает. Израиль же требует от Хамас список заложников для продолжения любых переговоров. Напомню, что ранее сообщалось, что из 136 заложников, возможно, уже многих нет в живых. Армия обороны Израиля опубликовала записи разговоров сотрудников Агентства ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа. Записи датированы 7 октября. Цитирую: «Я внутри, евреи внутри. У нас есть пленные. Я поймал одного», говорят сотрудники агентства, звоня своим друзьям. На первой записи террорист, работающий учителем арабского языка в школе агентства ООН, описывает свое проникновение на территорию Израиля и заявляет, что у него в руках израильские заложники. Еще раз напомню, что по меньшей мере 12 сотрудников агентства ООН принимали участие в нападении на Израиль 7 октября. Также штаб-квартира Хамаса находилась под зданием агентства ООН в секторе Газа. Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Лазарини ранее заявлял, что не знал о причастности сотрудников агентства к нападению на Израиль. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что несмотря на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что выборы станут подарком врагам Израиля, цитирую, «нынешнее правительство является мечтой врагов нации». Биньямин Нетаньяху заявил на прошлой неделе, что выборы сейчас – это мечта наших врагов. Все наоборот, сэр, наоборот. Мечта наших врагов – ваше правительство бездействия, чтобы вы и дальше были его главой, говорит Лапид. У нас есть два варианта.
плохое, опасное, разлагающееся и токсичное правительство или же выборы, которые приведут к хорошему правительству, которое восстановит безопасность народа Израиля. Нет ничего, чтобы пугало лидеров Хамаса, Синвара и Ханию больше, чем тот факт, что будет эффективное, безопасное израильское правительство при поддержке мира и функционирующая экономика, продолжает Лапид. То есть Яир Лапид предлагает во время войны устроить выборы и мечтает прийти к власти и стать премьер-министром. Именно такой расклад сил, по мнению Лапида, напугает Хамас и приведет Израиль к победе. Добавлю, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что всеобщие выборы будут означать конец войны и поражение Израиля. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook сообщил, что в украинском городе Никополь одну из улиц, Павлоградскую, переименовали в честь соучастника Холокоста и нацистского военного преступника. Теперь улица называется в честь Петра Дьяченко. Он является нацистским военным преступником, соучастником Холокоста, исполнителем карательных акций против мирного населения, пишет Долинский. Более того, Долинский утверждает, что Дьяченко был награжден Железным крестом, который получил из рук самого Гитлера за заслуги перед нацистской Германией. Мэр Никополя Александр Саюк заявил в СМИ, что процессом переименования улиц занималась специальная комиссия, проводились публичные обсуждения и уже потом переименовывали улицы. По поводу того, что улицу переименовали в честь человека, который получал от Гитлера награду «Железный крест», мэр Никополя сказал, что у него нет информации по этому поводу и что нужно спрашивать у комиссии. Цитирую: «Я городской глава, я не эксперт с истории», заявил мэр Никополя. Главные новости Израиля. Семьи заложников, которые удерживаются в секторе Газа, и их сторонники провели вчера молчаливое шествие у Кнессета, чтобы отметить 150 дней с тех пор, как их близкие были похищены террористами Хамаса и доставлены в сектор Газа. Фрагмент акции давайте посмотрим без комментариев. Продолжаются главные новости Израиля в прямом эфире на радио Нария. Нам нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать радио Нария, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на этот канал, а также напишите свой комментарий. Ваши комментарии, лайки и подписки для радио Нария помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также не забывайте под видео нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий прямой эфир. Напомню, что на нашу радиостанцию осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь на наш резервный YouTube-канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если же мы не сможем выйти в эфир на основном канале, на котором вы сейчас смотрите эти новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Полиция Израиля продолжает поиски 9-летней девочки с города Цфат. Ее зовут Хайманут Касау. Она пропала неделю назад. Сейчас фотографию пропавшей вы видите на своих экранах. В последний раз ее видели на кадрах с камер видеонаблюдения в 19:45 25 февраля. Именно тогда девочка раздавала листовки о муниципальных выборах возле центра абсорбции еврейского агентства, где она проживала последние 3 года после репатриации со своей семьей из Эфиопии. Приметы Хайманут Касау: рост 120 сантиметров, темные волосы и глаза. Была одета в белую рубашку, розовые брюки и черную юбку сверху. Всех, кто видел девочку, просят сообщить об этом в полицию на горячую линию по номеру 100 или же по телефону полиции Цфата 054 487 6709 054 487 6709. Главные новости Израиля.
Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра, 6 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.